Эрго представляет собой маленькое дерево или многоствольный листопадный кустарник. У высоких кустов внизу отсутствуют ветки, и своей широкой кроной они напоминают деревья. Одноствольная ирга встречается редко. Придать ей такую форму не получается даже с помощью обрезки. На всех растениях весной появляются многочисленные белые, розовые, кремовые или красноватые цветки звездообразной формы, которые собраны в гроздевидные соцветия и привлекают большое количество шмелей и пчел. Листья с простыми, часто покрытыми пушком пластинками, имеют прилистники, расположены на ветках очередно. Форма пластинок овальная или округлая, края гладкие или зазубренно-пиловидные. Когда они вырастают, то становятся темно-зелеными, а осенью окрашиваются в желтый, красный или оранжевый цвет. Цветение продолжается всего несколько дней. Затем появляются фрукты в форме яблока, диаметром 0,5–1,5 см, от темно-фиолетового до синевато-черного цвета, с отвернутыми назад чашелистиками сверху. Внешне они похожи на ягоды, но на самом деле относятся к семечковым плодам. Внутри – камера с 4–10 гнездами, в каждом из которых содержится по одному крошечному семени. По своему составу и свойствам эрго сравнима с черникой и немного напоминает ее по вкусу. Семечки у нее твердые и горьковатые. Фрукты растений всех сортов съедобны и созревают в конце июня или начале июля. Спелую эргу рекомендуется собирать как можно быстрее, так как сладкие плоды привлекают птиц. Хранятся они плохо, даже в прохладном месте, но зато хорошо замораживаются и в таком виде сохраняют свои свойства до 2 лет. Ареал распространения эрги довольно обширен. Тут и североамериканского континента, восток Китая, Корея, Япония. Даже в Африке можно встретить это растение, не говоря уж о Европе. На территории России в диком виде эрго произрастает на Кавказе. В садовой культуре, помимо европейской части России, встречается также на Урале и в Сибири. На каменистых местах, в подлеске светлых лесов, местами образует заросли, так как дает многочисленные побеги от корневища. Эрго также имеет следующие названия: люрга, пирус или коринка. Французы называют эргу скальной мушмулой, а немцы – скальной грушей. В природе насчитывается около 25 видов эрги, но выращивают всего несколько разновидностей. При этом не все они дают качественные ягоды. Часто кустарники высаживают исключительно для украшения сада или приусадебного участка. В естественных условиях произрастания часто встречается эрго канадская, колосистая, ольхолистная, кроваво-красная, ламарка, овальная или обыкновенная. А теперь рассмотрим данные сорта более подробно. Эрго обыкновенная. Этот кустарник достигает в высоту около 3 метров. Характеризуется широкой кроной, формирующей тонкие ветви. Изначально они серого цвета, но по мере взросления растения становятся коричневыми. Бутоны розовато-белого оттенка цветут в течение 10 суток. В это время кустарник имеет необыкновенный вид. Вид эрги способен расти на протяжении 15 лет, прижившись на одном месте. К преимуществам относят выносливость, устойчивость к холодам, засухе и ветрам. Плодоношение наступает на 4-й год после посадки в открытый грунт. Эрго колосистая. Декоративное растение растет как куст или небольшое деревце. Весной на эрге появляются белые или нежно-розовые цветы. К достоинствам этого вида причисляют повышенную стойкость к вредителям и заболеваниям, устойчивость к морозам. Растение способно перенести даже морозы при температуре минус 50 градусов, за что особенно ценится жителями севера России. Ягоды мелкие, весят около 5–8 грамм. По мере созревания кожура меняется с бледно-зеленого оттенка на малиновый, далее на темно-синий или черный цвет. У растения хорошо развитая поверхностная корневая система. Высота деревца не превышает 5 метров. Листья матовые, яйцевидной формы, зеленого оттенка. Вкус плодов хороший, сладковатый, но приторный. Эрго кроваво-красная. Представляет собой кустарник,
Высота достигает не более 3 метров. Ее плоды созревают поздно, имеют сплюснутую форму. Ягоды на вкус посредственные, их не поедают птицы, что обусловлено минимальным содержанием семян. Ягоды весят не более 8 грамм. Мякоть плодов светлая, как и сок. С одного кустарника получают до 5 килограмм ягод. Эрго канадская. Это 6-метровый кустарник или деревце высотой до 10-12 метров. При распускании листьев много, что придает пышности растению, делая его серебристым. Растения особенно декоративные в пору цветения, полностью покрыты кистями белых цветов. Плодов бывает немного, но они вкусные и крупные. Содержит много кислот и сахаров. Этот вид характеризуется неплохой зимостойкостью, но в суровые зимы может подмерзать. Высадку проводят по весне или под зиму. Эффективным способом размножения считается черенкование. За растением просто ухаживать. Оно практически не нуждается в поливе и легко поддается декоративной стрижке. Эрго альхолистная. В средней полосе кустарник растет в высоту, достигает 2-4 метра. Под конец мая на нем формируются белые цветки, затем завязываются мелкие ягоды, вес которых не превышает 2 грамм. В кисти может быть до 14 ягод. Урожай поспевает дружно, его собирают за несколько раз. Ягоды обладают отменным вкусом, содержат кислоты и сахара в равном соотношении. Альхолистная эрго – влаголюбивые растения. Встречается на берегах рек, ручьев, на влажных склонах, но не будет расти на болотистой местности. Растение рекомендуется высаживать весной или осенью. Стойко переносит зиму. Плодоношение приходится на 5-й год после посадки. Эрго ламарка. Декоративный вид, культивирующийся в садах и парках Европы. В России встречается редко, хотя разновидность считается очень стойкой к холодам и радует своим видом в течение всего сезона. Растет в дубовых и березовых лесах с кислыми почвами. Размеры кустарника высокие, листья, плоды цветки крупные. Листья длиной 4-9 см, овальной формой медно-пурпурного окраса, как весной, так и осенью. Цветки собраны в поникающую кисть. Ягоды темно-синего цвета. С одного куста получают от 5 до 7 килограмм ягод. Дорогие друзья, вот и подошел к концу наш видеоролик. В следующем выпуске я расскажу о химическом составе эрги, так что не пропустите. Пока.